В начале фильма девушка Джульетта странствует на своем авто по пустоши в поисках припасов. Доехав до давно заброшенной бензозаправки с располагающимся рядом с ней продуктовым магазинчиком, героиня с осторожностью начинает поиски еды. Найти девушке толком ничего не удается. Решив отдохнуть после долгой поездки, Джульетта усаживается в кресло. Немного посидев в кресле, она слышит шум, исходящий с верхней части магазина из-под его крыши. Девушка начинает держать револьвер наготове. Испугавшись зловещих рыков, она потихоньку уходит из помещения, оставив в нем свою кепку и защитную повязку для лица. В машине с героиней по рации связывается ее человек, находящийся в лагере. Джульетта рассказывает ему, что занималась поисками припасов. Говорит она и про рычащее существо в магазинчике рядом с заправкой. Джульетте не рекомендуют больше делать подобные вылазки, так как это не ее работа. Из разговора девушки и мужчины из лагеря становится ясно, что население лагеря составляет почти 40 человек, а еды на всех катастрофически не хватает. Джульетта по дороге в лагерь обнаруживает в пустоши дом на колесах. Она решает пойти и посмотреть, что в нем и около него находится, и есть ли кто живой. Героиня видит на доме на колесах следы крови, а рядом с домом тяжело раненого в живот мужчину. Девушка, наставив на мужчину револьвер, недоверчиво просит его, чтобы тот убрал руки со своей раны, дабы она увидела, что представляет из себя ранение. Джульетта понимает, ранение нанесло существо, подобное находящемуся в магазине рядом с заправкой. Из разговора с мужчиной она узнает, что существо сидит в его доме на колесах, так как во время драки ему удалось запереть его там. Тяжело раненый мужчина хочет умереть и просит, чтобы Джульетта его убила. Та отказывается, не желая тратить патроны, вместо этого девушка предлагает ему просто убрать руки с раны. И тогда из-за потери крови он быстро умрет. Джульетта идет в темный дом на колесах и начинает сражаться с существом. После нелегкого боя ей удается его прикончить. Выйдя на улицу, она видит, что мужчина предпочел умереть, убрав руки с раны. Девушка забирает с собой запас консерв, о которых мужчина ранее рассказал ей, а обыскав его труп, она находит фляжку со спиртным. По пути в лагерь Джульетта смотрит на фотографию, которую она недавно повесила над водительским местом. На фото запечатлена она и ее парень Джек. Фотографию сдувает ветром на улицу. После этого девушка резко теряет контроль над автомобилем и попадает в аварию. Действие переносится на тот отрезок времени, когда Земля еще не стала сплошной смертельно опасной пустыней. Джульетта, прячась от дождя, посещает Нью-Йоркскую галерею, где проходит выставка одного известного художника, Фрэнсиса Бэйкона. Там она знакомится с молодым мужчиной, Джеком, являющимся хозяином галереи. Джек говорит, что работы Бэйкона посвящены уродливости, за которой скрыта внутренняя красота. Джек лучше узнает девушку, а она его. Их поначалу дружеские отношения складываются не очень оптимистично. У Джульетты проблемы с наркотиками, но Джек ее не осуждает и даже готов помочь ей выбраться из непростой жизненной ситуации. Джульетта отвергает его помощь, однако вскоре, подавленная морально и физически, она приходит к нему домой, после чего Джек помогает ей завязать с наркотиками, а также наладить ее жизнь. Джульетта и Джек влюбляются друг в друга, позже он перевозит ее в большой и новый дом. Джек мечтает, что когда-нибудь у них появится ребенок, которому они подарят счастье. Спустя некоторое время, прожитое вместе с Джеком, Джульетта сообщает ему, что беременна. Джек очень радуется этой новости. Счастье влюбленных было недолгим, поскольку ребенок родился мертвым. Между парой нарастает напряжение, и в один момент, серьезно поссорившись, Джульетта и Джек расстаются. Сидя в баре, Джульетте поступает звонок, из которого она узнает, что Джек попал в больницу после химической атаки, совершенной в Нью-Йорке. В больнице Джульетте сообщают, что Джек один из немногих, кто выжил после инцидента, однако состав газа, использованного при химической атаке, неизвестен, как и те последствия, которые он оказывает на выживших, но ясно одно, Джек не может говорить. Джек, находясь в тяжелом состоянии, лежа у себя в палате, общается с Джульеттой при помощи письменных слов. Он пишет девушке, что любит ее и просит никогда не сдаваться, несмотря ни на что. В другой день Джека увозят из больницы, но Джульетте не говорят, куда именно, после чего ей остается только рыдать в пустой палате. В настоящем времени Джульетта приходит в себя посреди ночи в разбитом автомобиле и понимает, что у нее сломана нога, перелом оказался открытым. После безуспешных попыток Джульетты дотянуться до своего револьвера, она с большим трудом вправляет торчащую из сломанной ноги кость и приводит саму ногу в относительный порядок. Пытаясь вызвать по рации помощь из своего лагеря, девушка слышит приближающееся существо. С видами этого существа она уже имела дело, убив одного из них в домике на колесах. При приближении этого существа к машине становится ясно, что это человекоподобный мутант, ранее
позднее являющийся человеком. Девушка незаметно для мутанта дотягивается до своего револьвера, вывалившегося на улицу, и обратно заползает в машину. По рации Джульетте удается связаться с лагерем, но громкий голос, доносящийся из рации, привлекает внимание мутанта. Понимая, что тот залезет в само авто, Джульетта выкидывает рацию на улицу, тем самым она отвлекает мутанта от машины, в итоге мутант разбивает рацию. Девушка выбирается из машины и забирает сломанную рацию, однако рядом с ней бродит тот же мутант, от которого ей приходится прятаться и защищаться от его нападений в своем авто. Джульетта чинит рацию, и ей удается связаться со своим лагерем. Героини говорят, что она должна включить маячок, находящийся в машине, чтобы ее сумели отследить и спасти. Неожиданно для Джульетты, люди из лагеря решают не организовывать спасательную операцию до утра, так как они боятся ехать ночью. Девушка злится. Помощи ждать неоткуда, теперь она сама по себе. Джульетту находят двое мародеров, одного из них убивает тот самый мутант, а второму мародеру удается скрыться. Отчаявшись выжить, героиня хочет застрелиться, но вспоминая слова Джека, когда он писал ей, чтобы она не сдавалась, передумывает это делать. После Джульетта решает прикончить мутанта, заманив того в ловушку, взорвав канистру с бензином, но так ей удается только слегка ранить его, но при помощи револьвера она почти добивается желаемого, критически подстрелив мутанта, но не убив. Наступает рассвет, еле живой мутант подползает к лежащей на земле Джульетте, она думает, что он хочет ее убить, и в спешке перезаряжает револьвер, но мутант лишь проводит своей рукой девушке по лицу, точно так же, как это делал Джек, чтобы развеселить ее. После этого Джульетта понимает, что это и есть Джек, только мутировавший. В последних кадрах Джульетта обнимает мутанта Джека и говорит, что любит его. После, подставив свою голову рядом с его, прямо напротив виска, она делает выстрел. Вылетевшая из машины фотография, на которой запечатлены Джульетта и Джек, от легкого ветра, символично улетает вверх.